В этом видео я хочу показать о формировке деревьев старше 3 лет. До 3 лет у меня есть на канале видеоурок, в котором я объясняю, как формируется дерево до 3 лет. В этом видео мы разберемся, как же формируется дерево старше 3 лет. Еще раз повторюсь, что я не художник, поэтому рисую так, как умею. Так, ну что, поехали. Немножко вспомним. Значит, на первом году садим мы саженец. Делаем в первый год обрезку при посадке. Растет дерево дальше. На второй год делаем обрезку. Дерево растет дальше. И вырастает вот такое на третий год. Это у нас второй, это первый. В первом ярусе вырастают ветки за 3 года. Вот здесь была обрезка первая, так же как и центрального проводника. Потом делаем вторую обрезку. Первая, вторая. И также вырастают вот такие веточки. В втором ярусе вырастают веточки. Одна обрезка. Вот так. И в третьем ярусе вырастают веточки вот такие одиночные. Но я буду рисовать только по 2 скелетных ветки в каждом ярусе, чтобы было более понятно. Чтобы вот, не засорять, так скажем, эту картинку. Так, здесь, значит, у нас после обрезки также вырастает ветка где-то туда-сюда. Здесь вот так и вот так. Ну и также вот с этой стороны вырастают веточки. Куда они будут расти, только зависит от правильной обрезки. Ну вот где-то так. На 4-й год вырастает еще вот здесь дополнительно вверх веточка. И чтобы дальше дерево не пускать в высоту, мы делаем вот эту обрезку, которая здесь была, еще ниже над вот этой веткой. Или над вот этой, или над вот этой. Ветка, которая растет в сторону, а здесь она растет в сторону, имеет слабее рост, чем ветка, которая растет вверх. Поэтому вот эта веточка, которая растет в сторону, она уже будет не так гнать вверх. Также вот эти веточки, которые вот здесь растут, они начнут разветвляться. Естественно, все ветки, которые внизу и здесь вот выше, они тоже начнут на 4-й год разветвляться. Здесь появятся почки плодовые на вот этих веточках, на вот этих. Здесь маленькие разные будут плодушки, копьяца плодовые. После того, как здесь дерево год-два начнет завязывать плоды, вот эта нижняя ветка под весом этого урожая начнет плавно-плавно нагибаться. И вот это тоже так же. Из-за того, что ветка начнет нагибаться, вот с этого места, так скажем, вот этого перегиба начнут расти другие веточки, которые будут направлены более вверх. Поэтому на 4-й год мы уже обрезкой можем вот эти веточки не опускать, не переводить их как бы на более слабую ветку, а перевести вот здесь обрезать и перевести на вот эту веточку, которая растет, так скажем, выше. Потому что если эта ветка полностью опустится, она постепенно затухнет, постепенно на ней перестанут закладываться плодовые почки, и эта веточка постепенно, так скажем, будет всыхать. Потому что ветка, которая растет вниз, она постепенно, так скажем, пропадает. И получается, что в нижнем ярусе вот эти ветки могут отсохнуть, пропасть. И тогда первый ярус уже будет выше. Вот это не очень хорошо, потому что все-таки мы формируем деревцо на низком штамбе. И если уже вот этот ярус второй превратится в первый, то здесь уже будет более 1 метра штамб. И также произойдет и с следующей веткой, если мы правильно ее не обрежем. Поэтому здесь обрезаем вот это все, что опустилось вниз, переводя на верхнюю веточку. Эта ветка также начнет закладывать здесь плодовые почки и плавно будет опускаться вниз.
На 5-6 год эту веточку можно перевести на более слабую. Ну, например, вот идет у нас ветка, она уже выросла там, ну, вот такая, где-то сюда далеко ушла. Естественно, если у нас между деревьями посадка где-то там 3 метра, то вот эта ветка, которая выросла 2 метра, уже будет пересекаться и с другой веткой, которая вот на другом дереве. Если вот эти ветки будут смыкаться, то, конечно же, здесь будет такое загущение. И, в принципе, здесь даже не будет возможности, так скажем, пройти и собрать этот урожай. Придется на корточках здесь лазить и даже не знаю, как это будет сделать. Поэтому вырастает веточка. И чтобы вот эта длинная ветка такая не была, мы можем вот здесь перевести на вот эту боковую ветку, которая будет более слабая и более короткая. Или на вот эту. Там уже мы смотрим, куда какая ветка смотрит, чтобы дерево имело более эстетичный такой вид. Потому что кроме хорошего урожая мы, естественно, хотим, чтобы и наше деревцо красиво выглядело. Еще раз повторюсь, что после любой обрезки дерево надо обрабатывать. Все вот эти срезы — это место, куда могут попадать разные бактерии, разные инфекции в деревцо. Если не обрабатывать после обрезки, дерево очень быстро заболевает и вплоть до того, что может пропасть. Вот опять-таки нарисовал я такую 3, 4, 5 летку. Корневая у нас уже здесь развилась очень хорошо. Если здесь у нас высота деревца 2,5, а возможно даже и 3 метра, то корневая приблизительно на такую же глубину ушла в землю. На глубине 2-3 метров достаточно влаги для этого деревца на среднерослом подвое. Поэтому поливать деревья после 3 лет, я считаю, это как-то нерационально, это нелогично. Потому что если одно ведро промочит землю, ну, например, вы вот сюда сделали полив, здесь промочили вы землю, ну, не больше, чем на высоту вот этого ведра, только вот в этом месте. 2 ведра, ну пускай 2 ведра. 3 ведра еще. Получается, что корневая, которая захватывает воду, находится глубже. И вот этот весь полив, вы здесь поливаете, здесь заводится какой-то там грибок. Даже вплоть до того, что вот эта корневая шейка из-за постоянной здесь вот влаги, лишней такой воды, может выпривать, и дерево от лишнего полива может также засохнуть и пропасть. Вот в этом месте кора начала отслаиваться, и уже дерево никак не спасти. Поэтому полив деревьев после 3-4 лет не есть таким логичным, и я считаю, что это не нужно. Если деревья на карликовых подвоях, у них корневая находится на глубине около 1 метра, для их хорошим считается капельный полив. У них корневая сильнее, здесь корневая шейка тоже сильнее, и вот эта лишняя влага им не очень, так скажем, помешает, а наоборот как бы помогает. Поэтому эти деревья используются в таких интенсивных садах промышленных, а при домашней посадке все-таки лучше деревья на среднерослых подвоях. Так, ну и еще одно. Когда дерево растет на 4-5 год, вот в этих местах плодушки постепенно отходят, они отмирают, где-то еще там остаются местами, а в основном плодушки переходят вот на край кроны или, как говорят, на периферию. Ну, например, вот так у нас дерево, и у нас плодушечки вот расположены по краю дерева. И получается так, что если эти плодушки находятся вот в этом месте, у нас, например, из такой яблоньки, там, ну, ящик, ну, пускай 2 ящика яблок. Рассматриваем это как яблоню. Если у нас плодушки переходят вот сюда дальше, естественно, здесь радиус, диаметр кроны побольше, поэтому с яблони
побольше будет, естественно, и больше урожай. Здесь у нас уже 3-4 ящика может быть, даже, ну, и больше. Кто как присматривает за деревом, кто как его обрезает, правильно формирует. Вот от этого всего зависит качество и количество урожая. Поэтому почему-то говорят, что вот урожай переходит на периферию, это очень плохо, надо все вот это обрезать, резать, чтобы опять урожай возвращать, так скажем, ближе к штамбу. Но я не считаю, что это плохо. Еще что я считаю, что после 4 лет формировку дерева можно закончить. Можно совершенно ничего больше на нем не делать, разве что вырастают вот такие вертикальные веточки. То, естественно, на такой небольшой пенек их обрезать. А с этого пенька может вырасти ветка где-то в сторону или вырасти плодушка, которая будет нам более удобной. На этом, я думаю, сегодняшнее видео заканчивать. Если все-таки остались у вас какие-то вопросы, то задавайте. Еще раз повторюсь, что я не художник. И ну, как я смог вот на это все нарисовать и объяснить, так и это сделал. На сегодня у меня все. До следующего видео.